Представьте, близкий вам человек резко перестает выходить на связь, а его новая возлюбленная спокойно улыбается соседям. Он уехал в Техас. Вот только все 5 его машин так и стоят во дворе. Из дома грузовиками вывозят вещи, а в абсолютно пустой комнате остается лишь один предмет – огромный морозильник, накрытый покрывалом и запертый на новый навесной замок. Когда брат пропавшего сорвет этот замок ломом, он поймет – хозяин дома никуда не уезжал. Еще за несколько месяцев до страшной находки Томас Бернс вел самую обычную жизнь. Рядом с ним много лет была его жена Памела. Самого же Томаса дома можно было не увидеть неделями. Он работал на промышленных объектах с котельным оборудованием. И многие командировки его были как раз в Техас. В ноябре 2017 года Томас находился на очередном объекте в Лабокке, но эту командировку он не закончил. Памела тяжело заболела раком костей, и Томас бросил работу и вернулся в Миссисипи раньше, чтобы ухаживать за ней. Всего через месяц Памелы не стало. Для Томаса это был страшный удар. Он снова начинает употреблять наркотики, а зеленую урну с прахом жены он повсюду возит с собой. И вот в этот самый тяжелый для него момент, в начале 2018 года, в его жизни появляется 36-летняя Саманта Симмонс. Томас явно ею увлечен. В соцсетях он с гордостью пишет «Это моя малышка». Говорит, что готов для нее на все. Но сама Саманта смотрит на эти отношения куда практичнее. Ей нравятся его деньги, подарки, машины, все, что Томас может ей дать. К тому же она давно умеет превращать вещи в наличные. Знакомые хорошо знают ее по гаражным распродажам. Родным Томаса Саманта сразу не нравится. Им кажется, что она им пользуется, и для них она настоящая беда. Несмотря на предупреждения близких, Саманта довольно быстро перебирается к нему в дом. А уже в марте самого Томаса никто из друзей и соседей больше не видит. Первым начинает беспокоиться Тодд, сын Памелы от прежних отношений. Томас ему не родной отец, но они всегда были очень близки. Правда, в последнее время их отношения немного испортились из-за Саманты. Тодд прямо говорил Томасу, что не хочет иметь с ней ничего общего, и советовал держаться от нее подальше. Но Томас с Самантой увлечен всерьез и слушать никого не хочет. А когда Томас резко перестает выходить на связь, Тодд начинает звонить отчиму. Трубку берет Саманта, Томаса дома нет. Он звонит снова и снова, и каждый раз отвечает она. Сам Томас ни разу. В какой-то момент Тодду это надоедает, и он решает приехать сам. А повод есть. Его автомобиль «Мустанг» все еще стоит у Томаса во дворе. Тодд приезжает, но внутрь дома его не пускают. Он забирает машину и уезжает с тяжелым ощущением. Что-то здесь совсем не сходится. 26 марта сосед Джей Бёрд приходит к дому Томаса. «Томас уехал в Паскалугу», — отвечает Саманта. На следующий день Джей Бёрд приходит снова. Но теперь история уже другая, а Томас переезжает в Техас. Вот только во дворе стоят все его 5 машин. А как же он уехал? На арендованной. А вскоре Деба, один из самых близких друзей Томаса, встречает Саманту на дороге. Она едет за рулем его белого Dodge Magnum. Где Томас? А он учится в Техасе. Но Деба слишком хорошо знает друга. Тот практически не умеет читать и писать. Какая еще учеба? Деба идет в офис шерифа округа Ламар и заявляет о пропаже человека. Но заявление у него не принимают. Он не родственник. А вскоре из дома Томаса начинают вывозить вещи. Дом на глазах превращается в распродажу чужой жизни. Один из покупателей приезжает за лодкой Томаса. Он смотрит документы. Владельцем указан Томас Бернс. Но самого Томаса рядом нет.
Покупатель спрашивает: а Саманта вообще имеет право продавать чужую лодку? Саманта кому-то звонит. Потом говорит: да, разрешение есть. Лодка уходит за $4200 наличными. В документах 2 подписи. Одна Саманты, а вторая за Томаса. В другой день из дома забирают стиральную машину. Ее нужно вынести мимо морозильника. И вот тут Саманта предупреждает: с морозильником осторожно, не задеть. И главное, его не двигать. Стиральную машину выносят, а морозильник остается на месте. 21 мая Деба замечает грузовик с прицепом, который выезжает со двора Томаса. Прицеп забит мебелью. Деба садится в машину и едет следом. Запоминает место разгрузки, возвращается и вызывает полицию. Вместе с помощником шерифа они заходят в дом Томаса. Внутри пустота. Мебели почти не осталось, но у задней двери стоит большой морозильник под бордовым покрывалом. А рядом 2 урны. Одну Деба узнает сразу. В зеленой урне прах Памелы. Томас когда-то возил ее с собой повсюду, а теперь эта урна просто стоит в пустом доме. Деба звонит Тоду. Тот приезжает вечером и забирает урну матери. А на следующий день Деба звонит старшему брату Томаса, Кеннету, и просит срочно его приехать, потому что в сказку про Техас больше никто не верит. На следующий день в Пёрвис приезжает Кеннет. Деба и Джей Бёрд идут вместе с ним к дому. Кеннет подходит к морозильнику и снимает бордовое покрывало. На крышке висит навесной замок. Джей Бёрд выбегает на улицу и возвращается с монтировкой. Кеннет поддевает замок и наваливается на нее всем весом. Металл ломается с треском. Крышка поднимается, внутри находится тело Томаса Бёрнса. Его буквально втиснули в узкое пространство, головой вниз, согнув ноги к туловищу. На шее и запястьях и лодыжках мертвой хваткой затянуты пластиковые стяжки. Ноги дополнительно стянуты плотным ремнем, а на голову накинут пластиковый пакет. Морозильную камеру целиком погружают в машину и отправляют на экспертизу. Когда тело Томаса размораживают, эксперты находят кровоизлияние в мышцах и мягких тканях шеи. И вот это уже очень важно. Стяжку на шее затягивали, пока Томас был еще жив. Но из-за пакета на голове и тесного пространства медики не смогли исключить второй, еще более жестокий сценарий. Томас мог попасть в морозильник живым и задохнуться уже внутри. Это значит, что крышку с навесным замком могли закрыть, пока он еще дышал. После обнаружения тела полиция начинает искать имущество Томаса. И часть вещей обнаруживается у Энди Хартфилда, мужчины, с которым Саманта к тому времени уже встречалась и жила. Следователи получают ордер на обыск дома Хартфилда. Во дворе они находят Dodge Magnum, Dodge Ram 1500, мебель, прицеп, вещи Томаса. Пока обыск продолжается, к дому на Mazda Tribute подъезжает сама Саманта. Ее тут же задерживают. И тут выясняется еще кое-что. Саманта вообще-то уже была на свободе под залогом по другому делу о крупной краже. Ее машину отправляют на стоянку. Среди вещей Саманты находят связку ключей. И тогда следователи решают проверить ключи на том самом замке с морозильника. Один из ключей подходит. Замок открывается. В тот же день Саманта звонит матери из тюрьмы и беспокоится о том, что некоторые ключи с ее связки не должны были попасть к следователю. Она еще не знает, что один из этих ключей уже открыл замок морозильника. Но ключ был только началом. Следующие 4 года, пока дело готовится к суду, следователи шаг за шагом собирают доказательства против Саманты. Сначала в лабораторию отправляют пластиковые стяжки с тела Томаса. На них находят ДНК только 2 людей – Томаса и Саманты. Причем эксперт отмечает, ДНК Саманты оказалось необычно много для человека, который просто когда-то держал эти стяжки в руках. После результатов ДНК
Саманте официально предъявляют обвинение в убийстве первой степени. Потом следователи смотрят, что происходило с деньгами Томаса после его исчезновения. С 25 апреля по 23 мая с его счета тратят $3609 11 центов. К 23 мая на счете не остается ничего. Все покупки проходят в Миссисипи, ни одной в Техасе, куда, по словам Саманты, уехал Томас. И уже на следующий день после начала этих трат, 26 апреля, Саманта арендует складское помещение. И требования у нее специфические. Там обязательно должно быть электричество, а внутрь никто не должен заходить, даже если понадобится ремонт. Позже обвинение предположит, что помещение могло предназначаться для морозильника. В сентябре 2022 года дело Саманты Симмонс доходит до суда. Никто не видел, как погиб Томас. Но цепочки косвенных доказательств, ключа от морозильника, ДНК Саманты на стяжках и других улик присяжным оказывается достаточно. Саманту признают виновной в убийстве первой степени и получении краденого имущества. За убийство она получает пожизненное заключение. За имущество еще 20 лет. Саманта еще пытается оспорить приговор. Ее главный аргумент – да, доказательства могут показывать, что она воспользовалась смертью Томаса. Но где доказательства, что именно она его убила? Апелляционный суд с этим не соглашается. 16 января 2024 года приговор оставляют в силе. Самое страшное в этой истории не только то, где нашли Томаса, а то, как долго его никто не искал по-настоящему. Ответственность будто растворилась между всеми. Каждый беспокоился, но лишь понемногу. И именно поэтому Саманте так долго удавалось говорить за него. А я совсем скоро вернусь к вам с новой историей. Если не хотите ее пропустить, то подписывайтесь.